24 ноября, 8:14 утра. Покатаюсь по городу. Ну, в общем, время есть. Все, несколько дней. Такие дела. Отдыхаем. Прикольная у них дорожка. Велосипедная, пешеходная. Ветер с моря довольно сильный. 9-10 метров в секунду по прогнозу рисуют. Очень приятно было бы против такого ехать. Я, наверное, все-таки съезжу куда? На северо-восток. Стоит паром вчерашний наш. Туристов, как всегда. Да, выходной день же еще к тому же. Что, все хотят покататься на корабле, что ли? Очередь какая-то. Это куда? Это они корабль посмотреть хотят. Не, корабль не сюда смотреть, корабль туда смотреть. А это японский броненосец Микаса, флагман японского императорского флота. Спущен на воду в 1900-м. Во время русско-японской войны участвовал в сражении в Желтом море и в Цусимском сражении. Последний, сохранившийся до наших дней, дредноутный броненосец. В настоящее время используется как корабль-музей. По вооружению у него артиллерия, 4 305 миллиметровых орудия, 14 152 миллиметровых, что там еще, 20 76 миллиметровых орудия, ну и еще по мелочи много всего. О, основной калибр. Ну да, здесь вполне себе 300 миллиметров. А надпись наоборот, справа налево, Микаса. И вообще же писали сверху вниз. Слева направо не писали, а если сверху вниз, то строчки идут справа налево. Ну, поэтому, я так понимаю, тут такая логика. В каждом этом строчке по знаку, если бы сверху вниз писать. А напротив стоит вон Дэгоичи Д-51 паровоз. Ну, я их уже показывал не раз. Американская военно-морская база. Написано даже US Government Property за синей линией. Собственность Соединенных Штатов. Так-то. Ну, отсюда фотографировать, наверное, можно. А туда я не пойду, а то меня вон быстро повяжут американцы. Тут какой-то ствол. Сейчас посмотрим, что за он. Главное орудие корабля Муцу 1868-1945. 409 миллиметров. Длина 1738. Длина чего? Длина снаряда? Похоже на то. О, там корабли военные. Канадский. Фига себе. Это музей основателя этой военной базы. Или что-то в этом роде. 1920 год. Не знаю название. Тут по-японски ничего не понятно. Ну, какой-то большой линкор. Или кто они там. Что-то промышленное. Это уже Йокогама. Мне же страшно стоять, когда оттуда машина едет. Охренеть просто. Блин, оно меня сюда везет, да? Ну да. Да вы что, серьезно? Называется «Здравствуй, Йокогама». Блин, таких крутых горок, как в Йокогаме, я во всей Японии не видел. Всякие были, большие, малые, но по крутости вот так вот посреди города. Да ну нахрен.
Как вам такая радость? Я даже не знаю, вниз ехать на велике стрёмно будет. Но я сюда не хочу вниз ехать. Так. Ну и теперь вот все, что набрал, надо слить. Ой, блин, ёп-кагама. Я уже все как домой возвращаюсь. Вон там, где-то, в Фудзи с утра будут показывать. А палатку здесь поставлю. Утро, 25 ноября, 6:15. Вон, сегодня Фудзи-сан показывают прям по курсу. Что там видно на эту камеру, я не знаю. Видно. На глаз так хорошо видна. Снежная вся такая. Та часть, которая отсюда видна, почти вся снегом покрыта. Вот я проснулся, посмотрел на термометр. 5:0. Но японцы, вон они на пробежку утреннюю выходят. Не боятся холода. Надо чая нагреть горячего, а то что-то как-то прохладно. Спальник теплый, хорошо. Вылазишь, холодно. Сегодня у меня выходной. Есть время покататься по городу, по магазинам. Вот что-нибудь куплю себе по мелочи. Такие примерно планы. То есть не то чтобы особые планы, так. Катаюсь по местам, которые мне интересны. По Йокогаме. Может быть, еще в Кавасаки съезжу. Слишком много поворотов. Сейчас еще горка будет. Йокогама. Куда ж без них. Что еще рассказать? Покатался по магазинчикам. Купил себе ноут, который мне понравился. Сейчас час пик. Такая движуха, что невозможно ехать. Но я еду. Это все еще Йокогама. А я еду в сторону... В какую сторону еду? Кавасаки. А потом Токио. Мне надо в Токио. Технически можно и сегодня доехать, но это не обязательно. Еще завтра день. По крайней мере, просто подъеду поближе. Там видно будет. По расстоянию-то недалеко, так километров 30. Но по городу это не очень быстро. И рельеф здесь вот такой. Приходит с горки на горку. Это Йокогама. Вот там дальше будет проще с рельефом. Ну и трафик ближе к вечеру, к ночи утихнет. Тоже проще будет маневрировать. Такая вот штуковина. Кендо какое-нибудь, или как оно там называется. Искусство боя на мечах. Это так, чисто случайно ехал, увидел в окно и услышал, как они там орут. Решил заснять.
Смотрите, я на новогоднюю елку попал. О как! Чем не новогодняя елка? Деда Морозовыми Санта-Клаусами украсили. Все, уже в окно лезут. Дорожники развели какой-то ремонт на мосту. Какой-то он даже постелили покрытие. Все чистенько, аккуратненько. Ой, как надо работать, нифига себе. Асфальт снимают, клиничком подметают. Слушай, это надо заснять. Когда еще такое увидишь? Контент эксклюзив. Так, что они тут делают? Сейчас разберусь хоть. Что делают, я не знаю. Какую-то полосу асфальта снимают. Там что-то вымеряют. Новый асфальт будут класть вот с этой стороны, а там не будут? Или как? Там вот они положили прослоечку. Все понятно. Это временная прослоечка лежала, чтобы ступеньки не было, когда перестраиваешься. Теперь они эту временную прослойку убирают, наверное, будут сюда класть второй слой асфальта, чтобы сравнять вот с тем, с той половиной дороги, с той полосой, ближе к центру, которая она выше. Ну ладно. Пусть работают. Тут, конечно, есть что еще выбрать. Че, тут можно же брать. Поношенный, но целый. За 1600-то что не взять? Если было куда совать, я бы взял. Но у меня уже места нет. Нет, тут вообще, конечно, много всего. Разных видов. Но я такое не ношу. Тут много ботинок, вон, всяких разных. Шмоток, куртки, вон целый ряд этих дорогущих. The North Face. Ну, там они реально дорогие. Ну, здесь еще ряд. Что там? Ну вот, тоже неплохой экземпляр. За 4000. Если бы мне надо было, я бы взял. Он в отличном, ну, в отличном, не в отличном, но в неплохом состоянии. Все, магазин закрывается, уже объявили. Время 22 часа почти. Ну а тут книги, в данном случае манга, здесь просто книги, всякие разные, CD, DVD, тут, здесь винил, здесь еще что тут, что тоже книги, да, нет, да, здесь книги, здесь тоже книги. Здесь книги. Где первый этаж вообще? Куда я пришел? Потому что я на втором этаже. Я заблудился. А, вон там, что ли? Ну и на первом этаже покажу. Что здесь? Книги. Всякие разные. Такие, всякие. Здесь книги, и там до конца книги, и там все книги. Здесь книги.
Так, здесь CD-DVD, мониторы, ноутбуки, эти всякие планшеты яблочные, так, телефоны яблочные, и не только яблочные, по-моему. Там, да, нет, здесь только яблочные, а здесь ноутбуки. Что еще тут показать? Всякая разная техника, ноутбуки, компьютеры, мониторы. Опять диски, DVD, фигурки, игрушки, анимешки, анимешные фигурки. Так, то же самое диски для всяких PlayStation и им подобных. Ну, вон, собственно, тоже игровые прибабахи. Но тут что-то, карточки, я в них не разбираюсь. Это для тех, кто шарит. Ну, тут тоже игровое. Так. Там я уже показывал. Возможные покемоны. И не только. Вот. Такие дела. Но это еще не самый большой магаз подобного рода. Есть еще там это Буков Плюс, а есть там Супер Базар. Там еще и больше. И тоже и книги, и шмотки, и велосипеды. Ну, кстати, по велосипедам тоже ценники у них неадекватные на бэушные велосипеды. Я не знаю, кто их придумывает. За такие деньги продавать тот хлам, который они продают, это просто трэш. Они ничего не понимают в велосипедах, судя по всему. Ну и всякое разное. Туристическое барахло там для кемпинга, для спорта, сноубордов там, что там еще, кто чем занимается, бейсбол там, вот это все. Что хотите, короче, все есть. Ну ладно, время-то уже позднее, надо идти что-то думать, спать, отдыхать пойду. Куда я заехал, куда-то в Токио, теперь надо... Тут есть по соседству парки-то всякие, сейчас буду искать. Доброе утро. 26 ноября уже. 8:30. Я наконец вылезаю из палатки. Хорош спать. Здесь на той стороне префектура Канагава, город Кавасаки. А на этой Токио. Так что я почти между двух этих нахожусь городов. А если вон туда ехать вдоль реки, вот так прям, ну она, конечно, извилистая такая, не все туда, там надо что-то попетлять, километров 5. Там уже и сразу будет аэропорт Ханеда. Но мне сегодня туда не надо, завтра надо. Сегодня прохладно, ветер сильный. С вечера было 6,1 на термометре. Ну как с вечера, это я уже ставился, там было почти 12 ночи. Наверное, сейчас залезу обратно, пельмешек себе заварю. У меня там еще остались. Вот, палаточки. Там же солнце нагревает, хорошо, тепленько. Там где-то вот с той стороны за туалетом есть кран с водой, я знаю. Сейчас водички наберу и иду за водой. Так, где тут? Вот. А тут какие-то развалины. Что-то типа жилища бездомных или кого. Вон. А там тоже какой-то домик сконструированный из подручных средств. Я там вечером ходил, смотрел. Здесь вообще хлама куча. Ну ладно, я туда к ним не пойду. Это их территория. Че я как бы лезть. Каждый себе
Японцы не любят вмешиваться в чужое пространство. Когда ты тут что-то нарыли, и еще ночью тут что-то кто-то шорхался у меня под палаткой. Ну, вроде не сильно так, по мелочи. Пройдусь по окрестностям, по соседям, так сказать. Еще один соседний дворик. Даже какие-то цветочки высажены. Заборчик стоит. Все аккуратненько, чистенько. Частный дом, можно сказать. Еще один. Вот так и люди живут тоже. Товарищ. Один из соседей мешок с барахлом потерял, походу. На велике ехал тут, груженый. Почти как я. Только у них там банки, бутылки. Это все. Вот. Вот, собственно, и мост. Посередине моста, пожалуйста, Кавасаки с этой стороны, Канагава префектура, а там Токио, район Ота. Все, я в Кавасаки. Ага, ну да, на электрическом велике хорошо ехать. Ладно, я тоже быстро могу тут. Не вверх. Кавасаки Сити. Все, можно ехать. Долго ждать не приходится здесь. Ищу, куда велик поставить. Вся парковка забита. Так. Хоть бы пошире место какое-нибудь или с краю, сбоку. Да блин, где тут? Первые 4 часа бесплатно, дальше 100 йен там за сколько-то. Короче, 4 часа мне хватит уж точно. Купился маленько, пойду велик разблокировать. Выбираем номер, жмем на кнопочку 0 йен. Все. Можно забирать, я так понимаю. Ну что, он пустит? Пустил. Все четко. Погодка потихоньку портится. Обещают дождик к вечеру. Так, как тут я пройду, если я выйду с автомобильной парковки? 6666. Номера модные, кто-то себе купил. Круче были только 4 четверки в Японии. Еще только 4:30. А уже вот темнеет. Потихоньку темнеет. А там на Кющу было в это время еще солнце светило. Еще даже в 5 оно еще светило. Такая разница. Сколько там? 1000 километров или даже меньше. Меньше там. Если чисто по долготе, там, может, каких-нибудь 700. Дождь обещают сегодня вечером. Так что
Надо думать, где я буду ночевать. И прятаться от дождя, желательно крышу над головой иметь. Вот тут очень даже может быть. Тут уже, наверное, как это есть, стоят жители. Ну ладно. Я им мешать не буду, они мне мешать не будут. Я еще на ту сторону моста съезжу, посмотрю. Может, мне там больше понравится. Я, пожалуй, тут не буду. Поеду туда, съезжу, на ту сторону. Может, там меньше населения. На этом пролете моста никого нет. Тоже можно спокойно жить. Во, здесь мне больше нравится. Тут и от ветра закрыто, и от обзора, но только что вот пыльновато как-то. Я же снова в Токио, получается, переправился на этот берег. Так что сегодня ночую в Токио. Все-таки решил я себе место поуютнее выбрать. Ну и пофиг, что под дождем. Палатка у меня надежная, не протечет. Поставлю здесь вот, за деревьями. Под мостом там что-то как-то неуютно, все пыльно. Вот тут лучше. — 27 ноября. Сегодня я в 6 вечера отправляюсь до дому. Дождь был ночью. Велик зато он затопило. Я этим тентом накрыл, а тут вон колодец. Ёшкин кот. Ну так вроде почти не намок. Палатки. Преимущественно сухо. Хорошая сегодня погодка. Тепло, ветра минимум. Солнышко светит. Как летом, блин. Может быть, ранней осенью. Это странный вид спорта, я такого не знаю. Зацените, что нашел. Еду потихоньку в сторону аэропорта. Ну так, не спеша. Вон он уже через забор. А, вот отсюда. Это здесь, я помню, стартовал. Вон те беседки с скамеечками, где я снимал. И сегодня погода комфортнее, чем было тогда, когда я стартовал. Тогда было ветер и холодно после дождя. А сейчас вот в одной майке еду. Курорт. Сегодня вообще там плюс 19-20 по прогнозу вечером. Ветер, правда, сильный написан, но зато
Тепло. Класс. Лето. О, какие тут поезда ходят. Кто-то спрашивал про монорельс. Ну вот он. Такси еще меня пропускает. Такие японцы вежливые все. Короче, тут только такси пускают сюда. А я на велике. Мне пофиг. Одни такси. Тут, кроме такси никого сюда не пропустят. Это я помню. Я здесь спицу менял, когда прилетел, которую мне китайцы сломали. Или кто там сломал. Кто-то сломал, короче. Я думаю, что где-то вот здесь уже мне надо будет паковать велосипед. Я упаковался, еду на 3-й этаж. Где вылет. Сей-168, вот он. 18:00, терминал 3, чек-ин М. М, выпучку надо искать. ABC, М, значит, слева. Ну и барахло надо взвесить. Может, я по весу уже не прохожу. У меня рюкзак может быть тяжелый на спине. Короче, я наконец прошел все фейс-контроли, security контроли и тому подобное. Теперь можно ждать начала посадки в самолет. Когда вещи паковал, что-то у меня не было времени снимать и желания особого. Получилось 19 килограмм с чем-то велик, почти 20, и рюкзак тоже. Ручная кладь, которая на борт идет со мной, там 10 килограмм. Но вообще-то на самом деле ее никто даже взвешивать не собирался. Они там пишут, что якобы там 7 кг с собой можно. Ну это всем пофиг. Что у меня тут еще пакет с хавчиком и всяким разным барахлом, то что в рюкзак не влезло. Гейт 142. 142, вон туда и направо. Здесь пейзажи авиационные разглядываю пока. Пока нас еще в самолет не засунули. Все так красиво светится, блещит. 321 200. Арбуз. Здесь тут 2 ряда по 3 кресла, короче. Рис, курица с овощами, там еще какой-то салатик, десерт, еще типа йогурт японский. Вот. И пивка еще принесли. Китайское пиво, кстати. Никогда не пробовал китайское пиво, вот предоставилась возможность. Дальше пересадка в Пекине, ночь в аэропорту и еще около 10 часов до Минска. Оттуда в Оршу. А на следующее утро был уже на работе. Итоги путешествия. 51 день, 50 ночей в Японии с 8 октября по 27 ноября. Посетил 20 из 47 префектур Японии. На велосипеде суммарно проехал 2895 километров. Средний пробег 58 километров за день и максимальный 125 километров. Все путешествие обошлось в $1530, если считать по тогдашнему курсу. Из них виза, значит, как известно, японское посольство за визу денег не берет. Но я заплатил турфирме 250 белорусских рублей за подготовку и подачу документов на 90-дневную визу, так как у меня не было возможности самому ехать в посольство. Основная статья расходов — это перелет Минск-Пекин-Токио и Токио-Пекин-Минск. Это все обошлось в $745. Общественный транспорт в Японии. Паром Мисаки Саганасеки 2140 йен или же $14. Паром Кюйщу-Токио 21 600 йен или 144 американских доллара. Связь, мобильный интернет. Я купил 2 30-дневных сим-карты по 35 гигабайт. За все вышло 10 160 йен или $68. Ремонт, а именно покупка нового колеса, что-то около 8000 йен
или 53 американских доллара. И на все остальное. Расходы на еду, посещение бань, музеев, интернет-кафе и такого всего прочего. 63 700 йен или 425 долларов США. На чем я ездил? Это велосипед на основе максимально бюджетного GT Aggressor 3.0 2013 года выпуска. Родную амортизационную вилку заменил на алюминиевую жесткую, трещотка с расширенным диапазоном 14-34 зуба. Это, кстати, очень важно для крутых подъемов. Колеса с втулками на промподшипниках. С собой обязательно набор инструментов с расчетом, чтобы можно было в полевых условиях разобрать, собрать все, что есть в велосипеде. Багажник, велорюкзак Пик 99 образца 2013 года объемом 65 литров. Также из основного снаряжения палатка двухместная, чтобы комфортно помещаться в ней с рюкзаками, коврик туристический, спальник, газовая горелка с адаптером под обычный цанговый баллон, котелок китайский и самодельная ветрозащита. Ну вот, как-то так. Все. Если чего еще забыл рассказать, спрашивайте, постараюсь ответить.